Эти видеокейсы – лишь малая часть тех материалов, что были собраны уличными юристами за год работы в проекте «С улицы в правительство». Всего же было описано 176 случаев нарушений прав человека. 176 историй о страданиях, безысходности и попранном человеческом достоинстве. Это совсем немного, учитывая 3 миллиона наркопотребителей, проживающих в нашем регионе. Однако, как говорил Лао Цзи, путь длиной в 1000 ли начинается с первого шага. И этот шаг уже сделан. Все эти истории наглядно демонстрируют, как на самом деле работают законы о наркотиках в наших странах. Они показывают, как меры, нацеленные на защиту здоровья и социального благополучия общества, становятся причиной роста эпидемии ВИЧ, уровня стигмы, социальной изоляции и смерти многих тысяч людей. Эта причинно-следственная связь становится понятной лишь тогда, когда рождается доверие между уличным юристом и клиентом проекта, когда разговор идет по принципу равный равному, что называется «от сердца к сердцу». Мы благодарны тем, кто не побоялся рассказать о своих проблемах с открытым лицом. Вот один из примеров того, как отказ в наркологической помощи и дискриминация клиентки программы опиоидной заместительной терапии Казахстана привели к подлинной трагедии – смерти неродившегося ребенка. Сегодня я лежу в больнице. Мне очень плохо, потому что я не могу получать метадон в больнице. По своему состоянию, так как только сегодня у меня были вызывающие роды, наконец-то плод вышел, у меня идет кровь, я еще не могу сама передвигаться, я не могу ездить в больницу за метадоном. Сейчас мне плохо, больно. Я спросила, даже кетанова нету. Пытки и унизительное отношение к наркопотребителям являются рутинной составляющей работы правоохранительных органов наших стран. В большинстве случаев законы позволяют сотрудникам полиции задерживать наркопотребителя на срок, достаточный для того, чтобы последний начал испытывать синдром отмены опиоидов. Человек, находясь в полицейском участке длительное время, лишенный контактов с адвокатами и родственниками, зачастую готов пойти на крайние меры. Я сумел отковырнуть кусочек плитки, капеля, и я вскрыл себе вены. Проект «С улицы в правительство» продолжался весь 2016 год. В нем участвовали 8 стран – Беларусь, Россия, Грузия, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Успех проекта, как и сила сообщества, в единстве и партнерстве. Евразийская сеть снижения вреда, как партнер проекта, объединила усилия уличных юристов и членов страновых координационных комитетов от сообщества людей, употребляющих наркотики. Для эффективного сотрудничества Евразийская сеть снижения вреда предоставила техническую помощь, рабочие встречи, тренинги, наставничество и стажировки. Евразийской сетью снижения вреда совместно с уличными юристами и лидерами страновых координационных комитетов стран Восточной Европы и Центральной Азии был разработан план проекта на 2017 год. От индивидуальных активностей уличных юристов к малым грантам для групп и организаций сообщества. Наша задача – использовать международные площадки для привлечения внимания к проблемам людей, употребляющих наркотики в нашем регионе, подготовить альтернативные теневые отчеты на основании данных, собранных за 2016 год, вести стратегические кейсы и через страновые координационные комитеты влиять на изменения наркополитики в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Наша цель – декриминализация и соблюдение прав людей, употребляющих наркотики, на медицинскую помощь. 8 стран, 8 уличных юристов, людей из сообщества, которые на собственном опыте знают, что такое жить, употребляя наркотики. Я имею непосредственное отношение к уязвимой группе людей, употребляющих наркотики. И мой личный опыт позволяет хорошо мне понимать потребности и проблемы ЛУН. За свой опыт 15-летнего употребления наркотиков я увидел много несправедливости, я увидел много нарушений прав. Ежедневно меня пытали, ежедневно меня штрафовали, забирали, избивали, отказывали мне в лечении, и это меня загоняло в угол. Я знаю, как многим людям отказывают в медицинской помощи, потому что они употребляют наркотики. Как много людей умирают от передозировок, потому что скорая помощь отказывается принимать вызов. Я видела женщин, которых принуждали к сексу сотрудники полиции только из-за того, что они употребляют наркотики. Я занимаюсь этим для того, чтобы люди побеждали свои страхи и стигму и защищали свои права. В 21 веке не должно быть места унижению и боли для людей, которые больны. Я считаю, что ЛУН не должны подвергаться унижению и дискриминации из-за своей болезни.
Именно такого рода дискриминация является самым распространенным видом нарушения прав людей, употребляющих наркотики в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В течение проекта было собрано 108 кейсов на эту тему. Проект был сосредоточен на двух проблемах: криминализация наркопотребления и доступ к наркологической помощи в медицинских учреждениях и местах принудительного содержания. Благодаря собранным из первых уст свидетельствам удалось провести юридический анализ и подготовить несколько страновых докладов, в основу которых были положены официальные статистические данные и обзор действующих законодательств. Мы надеемся, что таким образом нам удастся донести голос улицы в правительство наших стран и повлиять на изменения законов и практик. И что самое главное, помочь представителям сообщества людей, употребляющих наркотики, почувствовать в себе силы для того, чтобы отстаивать свои права и вернуть утраченное достоинство. Такие проекты постепенно меняют государственные системы и воспитывают в обществе понимание, что употребление наркотиков не должно быть барьером для реализации прав. Незнание прав приводит людей к смерти, к страданию, к инвалидности. Я не хочу, чтобы сегодня люди умирали и страдали от пыток, от отказа лечения. Они должны знать свои права, должны защищать. Люди, употребляющие наркотики, достойны уважения и признания, как и все другие люди. Почему для меня это важно? Потому что я считаю, что это смысл моей жизни. Я живу этим. И я буду этим жить.